Ветер с моря приносил к набережной Барселоны запах соли и песка. На террасе дорогого ресторана Алисия Мартин, 40-летняя основательница крупной компании, смотрела на остывшее ризотто и думала, как давно еда стала для нее просто поводом для встреч. Она уже тянулась к телефону, когда у стола остановилась девочка лет 6, худая, в старой куртке, с растрепанными волосами и грустными глазами. «Можно я доем то, что у вас осталось?» — спросила она, не поднимая взгляда от тарелки. Алисия огляделась. Рядом не было ни одного взрослого. «Как тебя зовут? Где твои родители?» — спросила женщина. «Эмма Рамирес. А родителей?» «Нет», — ответила девочка. Имя ударило болью воспоминаний. Кармен Рамирес, лучшая подруга Алисии по университету. Когда-то они жили в одной комнате общежития, делили секреты и клялись: «Будем крестными детям друг друга». Годы пролетели. Алисия уехала строить компанию, Кармен осталась, вышла замуж. 3 года назад был звонок из больницы. «Если со мной что-то случится, пообещай, что позаботишься о Эмме». Через неделю Кармен умерла, а Эмма растворилась в системе опеки. Все попытки Алисии найти девочку заканчивались тупиками. И вот она перед ней, голодная и бесконечно вежливая. «Садись со мной. Поешь». Алисия подвинула тарелку. «И оставайся сегодня у меня». Квартира Алисии выходила окнами на город и море. Эмма вела себя осторожно, будто каждое движение ожидало чье-то невидимое разрешение. После душа и чистой пижамы она села на край дивана, все еще настороже. «Давно ты одна?» — спросила Алисия тихо. Девочка рассказала, как после смерти мамы оказалась в переполненном приюте, где дети дрались за еду и плакали ночами. Потом была приемная семья. Мужчина добрый, а женщина ее ненавидела и вернула через 2 недели. В другом доме заставляли работать, убирать, готовить, нянчить малышей. За непослушание запирали в подвал. Иногда приезжали люди, и старших девочек увозили ночью. 2 так и не вернулись. Каждое слово врезалось в сознание Алисии. Она знала, что Лео, отец Эммы, был жесток с Кармен, и подозревала, что он скрыл завещание, где опекуном была назначена она. «Ты останешься здесь», — сказала Алисия. «Сколько потребуется?» Утром Алисия встретилась с адвокатом Даниэлем Рохасом. Начались месяцы запросов, архивов и свидетелей. Нашлась заверенная копия завещания и банковские выписки. Кармен оставила дочери 200 тысяч евро на образование, но Лео перевел деньги на свои счета через подставные фирмы. Скоро он появился у ее дома. «Алисия, отдай мне дочь», — сказал он, натянуто улыбаясь. «Так будет правильно». «Правильно. Это безопасно», — ответила она и закрыла дверь. Суд стал полем боя. Адвокат Лео разыгрывал образ заботливого отца, а Алисию выставлял авантюристкой. Одинокая женщина, без опыта с детьми, преследующая финансовые мотивы. Алисия слушала, чувствуя, как закипает злость, но Даниэль положил ладонь на стол. «Дождемся нашей очереди». Когда дали слово Эмме, она сказала: «Я не хочу к нему. Он отправлял меня в места, где били детей. Я была в подвале. Мама говорила, что он опасен». Социальный работник Марина Вальдес принесла папки. Записи разговоров, платежи приемным домам с дурной славой, копию завещания. Судья просматривал документы долго и молча. До окончательного решения девочка остается под временной опекой Алисии Мартин, произнес он наконец. На секунду мир стал тише. Алисия выдохнула, Эмма улыбнулась краешком губ.
Но внутри Алисия знала — это только первый раунд. Победа оказалась хрупкой. Лео начал кампанию в прессе, очерняя ее имя. Новости смаковали заголовки. «Миллионерша и чужой ребенок. Что стоит за опекой?» Двое крупных клиентов разорвали контракты, в офисе пахло тревогой. Юристы Лео добились приостановки опеки до проверки подлинности завещания, и Эмму перевели во временную семью. На следующий день школа сообщила. Девочку забрал мужчина с документами. К вечеру в участок позвонила девочка. «Меня зовут Эмма. Меня забрал плохой человек. Мы в Серо-Асуль». И связь оборвалась. Полиция отследила машину до заправки, где он пересел в фургон без номеров. Камер хватило, чтобы понять, где они находятся. «Окружаем», — сказал офицер по рации. «Без резких движений». Лео неожиданно начал отстреливаться, а потом потребовал деньги за жизнь девочки. Но группа спецназа сработала профессионально, и вскоре наручники щелкнули на руках Лео. У Алисии дрожали колени. Только теперь она позволила себе это заметить. Дальше были протоколы, показания, ночи без сна. Через полгода суд приговорил Лео к 15 годам лишения свободы. Завещание признано подлинным. Алисия официально усыновила Эмму. Они рыдали и смеялись одновременно, пекли печенье и делали фотографии на старую камеру Кармен, так, будто закрепляли мирное небо над головой. Позже Марина Вальдес пришла с предложением. Город запускает пилотную программу помощи детям из группы риска. Нам нужен координатор. У вас настойчивость и сердце. «Вместо мы справимся», — сказала Алисия, глядя на Эмму. «Давай помогать тем, кто все еще ждет», — кивнула девочка. Так появился дом Эммы Рамирес. Сначала в 2 комнатах бывшей библиотеки, потом в старом особняке у моря. Волонтеры красили стены, соседи приносили книги и одеяла, а Эмма учила младших печь блины и писать письма себе в будущее. На открытии нового корпуса играла маленькая капелла, пахло лимонным печеньем. На стене табличка «В память о Кармен Рамирес» и во имя каждого ребенка, который ждет второй шанс. Эмма, уже уверенная подросток, провела экскурсию. Здесь тихая комната, здесь мастерская, а здесь библиотека, где можно просто дышать. Алисия слушала и думала, что когда-то все началось с остывшего ризотто и робкого вопроса. «Спасибо, что тогда подошла ко мне в ресторане», — сказала она. «А я благодарю тебя, что не прошла мимо», — ответила Эмма. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.